Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Опять же, продолжаем строиться. Сейчас это основная моя тема. Прозвучал один раз вопрос, как ты нарезаешь блоки. Обрезать блоки можно по-разному. Есть приспособы для этого, системы из уголков. Есть и у этой системы и за, и против моменты, как я считаю. Какие плюсы? Берем блок, отмеряем, точнее одеваем, сколько сантиметров надо, одеваем, опускаем, пилим. Минусы. Пила длинная, она может гулять, и она может пилить неровно. Также может система это немножко смещаться. Надо, чтобы здесь площадка была ровная, ну, в общем, вот так вот. Это из того, что я для себя решил. Но, может быть, это все отсутствует. Как бы я с этим не работал, говорить не буду. Как режу блоки я, обрезаю. Мне нужно блок 40 сантиметров обрезать один, как добор. Значит так, отмеряем 40 сантиметров, прикладываю ее и делаю неглубокий пропил. Ну, в данном случае здесь он не особо нужен, то есть буквально на сантиметр. Потом ложим блок. Вот с этой стороны пропил важен очень. Ложим блок, отмеряем те же 40. С этой стороны мы делаем пропил глубиной 5-6 сантиметров. Вот. И теперь делаем пропил с обратной стороны, но там тоже уже не очень важно, но в смысле не глубокий. Глубокий не нужен. Вот, у нас получилось 3 пропила. Важный с обратной стороны. Почему? Потому что теперь, когда я буду пилить, я пробовал так пилить. Просто по разметке пытался смотреть там туда-сюда, но это, в общем, ерунда. Пила не твердая, пила гуляет. И рано или поздно она уйдет влево, вправо. Я уже понарезал себе блоки именно неправильно, кривые. Потом надо дошлифовывать. В чем плюс этого способа? В том, что так как здесь паз глубокий, выбран и ровный, пила идет ровно. Теперь уже по шву. И она идет как по направляющей. Сам пропил является направляющей для пилы. Конечно же, присматривать надо, но в общем, это вот такой способ пиления блоков я сейчас использую, и уже очень много блоков им напилил, и он дает достаточно высокое качество. Не идеально, естественно, но я считаю, что такой способ тоже весьма неплох. В общем-то, сейчас я его и покажу. Пилить надо много, пилить блоков я уже напилил достаточно, там не 1 десяток, не 1 двадцаток. До этого пилил я и один, все криво получалось. Потом ставил супругу, она по разметке палочкой регулировала пилу. Да, это тоже было неплохо, но надо, чтобы кто-то стоял и регулировал. В этом случае это уже не нужно. Я уже как-то говорил, что по инструкции лить надо 5 литров воды, но я 5 литров воды налил, вклеил Макс. И с ним работать невозможно. Он такой уже становится густой, его не намазать по-человечески не получается, потому стал лить 5,5 примерно литров. 5,5-6, в зависимости от погоды. Клей Илмакс считаю самым лучшим в мире клеем, и все остальные клеи ему завидуют. В прошлом ролике, если кто-то домотал до момента, там есть мой отзыв об этом клее, когда у меня с угла, с плоскости блок оторвался, который был давно приклеен уже, устоявшийся. В этот раз я даже немножко перелил, скорее всего, 6 литров железных я тут вылил воды. Но это не проблема. Это же самый лучший клей в мире, Илмакс. Его, как ни разбавляю, он все равно хер держит. Также присутствует очень много противников штроблений.
Мол, зачем штробить, стена наоборот рухнет. Ну, вот такую ахинею диванные эксперты пишут. Просто вот изначально-то штробления не было целью удержать стену. Это косвенная уже ее работа. А первое, это первоначально штробление для того, что газобетон хрупкий, чтобы, так как ложится на деформативный шов, чтобы остановить в случае чего трещину, и есть штробление. Все это где-то уже давно обговорено. Я люблю смотреть периодически канал Глеба Грина. Ну, раньше любил, пока не строился. Потом начал строиться, уже не до него стало. Умный человек, все понятно рассказывает. Заслушаться можно. И зачем что-то изобретать, особенно когда ты не каждый день не связан с этим, а строишь только один дом себе в жизни. А второй момент по штроблению. Если ты штробу не вложил, то ты потом ее уже никогда не вложишь. И если что-то у тебя, не дай бог, случится, то как бы уже с этим ты будешь мириться так, как есть. Там штукатурить или еще что-то. Да какой, что жалеть, если металл этот? Вложи, сделай, потрать время и все, и забудь. Зато ты будешь знать, что ты все сделал. Что нужно было. Я уже боюсь, блин, эти боковые блоки, к ним прикладывать усилия. Ну, по вот такому жизненькому, конечно, работать одно удовольствие. Клею. Не когда он как пластилин, а когда как сметана. Подгонять блоки вообще в идеале. Видите, как по красоте можно все делать. Сразу уровень накидываем. В пределах чуть-чуть можно вот с этой стороны постучать. Как я уже говорил, руку на локоть, либо в кулак. Мне вот друг сказал, говорит, если бы ты не твой YouTube, ты бы давно дом построил. Я склонен с ним согласиться. YouTube-канал занимает крайне много времени. Один монтаж чего стоит? От 2 до 6 часов. А какой 6? Там и больше, если в зависимости от объема работ. Но с другой стороны, как я и говорил, не чувствую себя в одиночестве. Понятно, я не одинок. У меня 3 детей, у меня прекрасная жена. Я не каблук. Ну, дети это дети. У детей свои дела. Дом-то я строю себе и жене. Ну, впоследствии, если понадобится детям. Может, детям вообще это не понадобится. Может, они и не захотят тут жить. А может, захотят. Это все не важно. Зато есть занятие какое-то. Детям еще рано об этом думать. Я сам к дому пришел. Годам к 30 только. А так, в случае чего, у моего дома, если дети там соберутся когда-нибудь его продавать, такое портфолио. Как строился каждый элемент, каждый узел. Все на канале опишу, расскажу, покажу. А то покупают дома с косяками, блин. Также от работы, вот кто работает в одиночестве, без собеседника. У кого как, а я иногда залипаю. Встану так, в небо смотрю. Завис. Таким образом, как бы отдыхаешь от рутины. Рутинная работа, очень быстро от нее устаешь. Да, хотелось бы, конечно, все моменты показать. И по поводу каждый фрагментик, тут налобную камеру купить, GoPro. Ну, опять же, купить. Сколько она стоит, эта GoPro? Ну, сумасшедшие деньги. Все понятно, что хочется показать, но также надо же и семью кормить. Так что все ракурсы не покажешь. Не видно, как копал картошку. Ну, это если к старому там говорить. Не видно. Согласен, что не видно. Оператора-то нет. Оставить кого-то, жену вместо оператора. Это значит делать вместо нее ее работу, которую она могла бы сделать. Так, все, выставляем блок. Вот очередной блок из разряда, без мата не хочется говорить. Пристыковываешь его по торцу, а он уходит и нитку уводит в сторону. Это сморгонское мучение, это, конечно. Хотя мне говорили, там и другие производители не отличаются умом и сообразительностью. Все возможно. И особо не настучишься, блок-то трескается, это ж сморгонь. Сморгони, как я говорил, кроме мотоблоков делать ничего не умеют больше. Ну, касательно, по крайней мере, газобетона. Все моменты решаемы. Швы зашьются, все можно сделать впоследствии. Ну вот
Почему нельзя сделать сразу хорошо? Произвести газоблок, за который уплачены средства, как за высшей категории или первой категории, как они там по категориям идут. Почему сразу нельзя сделать? Почему надо сделать вот 2 блока хороших, 3 говно, потом может быть 4 опять же хороший, и опять начинаешь пытаться вывести в нитку, чтобы все в ряд было, вывел, все, отлично, идешь там 2-3 блока и начинаешь такое, ну, слава богу. Проходишь какое-то время, опять на тебе, блин, на 5-7 миллиметров в сторону. Кто-нибудь мультик смотрел «Двое из ларца», одинаковых с лица, а? Чтобы такого вот щелкнуть пальцами. Что новый хозяин надо? Дом достройте мне с отделкой и мебелью. Хоп, к утру уже все построить. Это как часто в комментариях пишут, много болтаешь. Ну так, значит, остальные все молчать. Кому-то ж надо говорить, правильно? Кто не хочет слушать болтовню, все хотят получить здесь и сейчас, а поговорить душевно или конструктивно. Опыт получил, хочется ж поделиться опытом, как учитель в школе. Ну, вот так вот строимся. Не добавить, как говорится, не прибавить, ничего тут больше нету, что рассказать. Так вот, медленно, нудно. Сейчас уже солнце сядет, будет темно, буду прожектором светить. Надо дорабатывать, да. Отдыхать.